Вы меня простите, друзья, но я сегодня не буду отпускать, потому что я посмотрел, они все мерные, все размерные. Потом, когда это видео смотрит моя теща, и даже моя мама, они очень обижаются, то, что я отпускаю. Рыбу у нас любят все, я кормлю 3 семьи. Надеюсь, вы поймете. И выезжать на рыбалку сейчас стало очень проблематично, времени просто не хватает на все. Видите, водовороты хорошие такие. И там видно, подзакручивает как ямку. Вот самое место, где нужно ловить сазана сама. Особенно сейчас по осени. Да и хищник вполне себе может быть здесь. Да, давайте вот здесь прям встанем. Всем привет! Сегодня уже 6 октября. И мы с Пыжом выбрались на рыбалку. Мама сказала мне, хочу рыбы, я открыл морозилку, рыбы нет. Ну и долго просить меня не нужно. Очень давно не был на рыбалке, тем более на своей лодке с Пыжом. Все, он уже ушел в камыш. Долго ехали, 2 часа времени, уже очень много. Сейчас 5 час вечера, я не знаю, как мы сегодня будем вообще здесь ночевать или поедем домой по ночи. Ну, задача одна, поймать хотя бы норму там, ну до нормы что-то, хорошую рыбу. У мамы гости будут, да и я сам соскучился по рыбе, семья соскучилась. Есть спальный мешок, налегке, буквально вон удочки там, крокодилы всякие. Ну и есть под хищника тоже удочки. Мотор, бак бензина и вперед. Вот приехали в самый низ Волги. Нашел такую вот ямку, приямок, как сказать. Сейчас хочу здесь попробовать. Но особо больше вариантов нет искать. Наверное, надеюсь, все-таки здесь нам повезет. Попробуем. В первую очередь заряжаю кукурузный жмых с протеином. Очень много рыбаков. Хочется в тишине посидеть, но мотается очень много лодок. Все хотят поймать жирненькую рыбу. Заряжаю жмых с протеином и подсаживаю зеленого червя. Червь у нас такой, он местный, можно сказать. Ну, говорят, водится еще и в Воронеже. Оттуда даже к нам поставляется. Не знаю, может быть, кто знает, у кого есть зеленый червь. Водится, расскажите. Но раньше у нас копали всегда возле ильменей. И сейчас копают возле воды. Иногда он пропадает. И я знаю, привозят из Воронежа. Опа, прямо здесь плескается рыба.
Основная цель, конечно, сазан. Ну а попутно сом, жерех, судак. Все хочется попробовать. Времени, конечно, ограничено. Хочется и заночевать с одной стороны, с другой стороны завтра важные встречи намечены. Не знаю, что у нас получится. В общем, вот так беру червя зеленого такого. Он как резиновый, очень плотный. Это не крашеный, ничего, а именно. Сейчас вот пожирнее насажу, посмотрю. Если будет сбивать тарашка, то можно будет поменьше насаживать. Вот так хорошо, даже если чуть-чуть клюет мелочь, все равно потом на остатки на эти приходит и садится сазан. Крючки крупные, вот посмотрите. Самое главное, чтобы были острые. Я их вставляю в жмых, чтобы они не разлетались, не запутывались. Ну и, соответственно, каждый сезон меняю. Потому что если не поменять, если крючок затупился, то все. Считай, стопроцентный сход. Есть такое дело. Груз у меня здесь легкий стоит. Ну, слишком тяжелый не понадобится. Потому что я вот буду кидать сейчас кормы. И по течению. Тут очень мощное течение. Потому что все это окончание Волги. Здесь перекаты, меляки. И вода впадает в море. Поэтому течение очень мощное. Мощная катушка карповая Тика Спортера 5,5, по-моему. И мощное удилище Батлер. Так, первый вот так забросил. Очень много мусора плывет. Сейчас буду смотреть. Еще в эту сторону прибивает. Вдобавок ветерок сюда. Все. Так, ставлю флексулон. Проверяем. И отрабатываем батрайнером. Батрайнер хорошая вещь. Вручает, чтобы спиннинг не унесло, и видно поклевку хорошо. Ну все, первый установлен. Поздравляю с началом осенней рыбалки. Как же приятно наблюдать. Интересно, какая здесь глубина. Тут так прям закручивает. Может быть, нужно выше перестать. Но с другой стороны крутит вроде яму вот здесь. Ладно, пока так оставим. Сейчас второй также снаряжу и потом на червя еще. Опа, это что такое? Поклевка, что ли? Поклевка. Сразу поклевки. Ну, похоже, больше на мелочь. Но бывает по-разному, конечно. Он как закинает. Вот, вот. Вот уже интересно гнет. Вот, вот, вот. Оп. Стоять, зорька! Стоять, зорька! Поближе закинул, прям вот тут под лодку. Под лодку прям закинул. И поклевка. Уже сразу хорошая поклевка. Прям под лодкой. Я же говорю, вот он здесь место это. Он какой бурун. Иди сюда. Иди сюда, братишка. Братишка, иди сюда, давай. Братишка. Бойкий какой. Не особо крупный, но очень бойкий. Опа. Есть. Вполне себе законная двушка. Забирабельная. Маме хоть на уху, хоть на жареху. Приехал. 10 минут не прошло. Первая поклевка ерундовая. Опа.
Первая поклевка ерундовая, мелкий сомик, а вторая вот такой шикарный сазанчик. Все, я очень даже доволен, рыбалка уже идет. Может быть, даже сейчас по-быстрому наловим, поедем домой ночевать. Тоже свой в этом кайф есть определенный. Значит, клюнул прям на остатки зеленого червя. Значит, сильно червя подсаживать не нужно. Пыш, шел бы погулял, а? Пыш, иди погуляй. Только не через камеру. Вот давай, вот так, моя умничка, вот так, иди погуляй. Или вот здесь сиди. Все, сидеть. Сидеть, сидеть, умничка. Все, не мешайся, там, веди съемку вместо оператора. Все, и закровил он. Вроде я ему жабры особо не вредил. Но я его сейчас в садок положу. Если вдруг будет что-то покрупнее, то можно будет отпустить. Если нет, то вполне себе жарешный, хороший сазанчик. Это первые 10 минут. За час можно поймать рыбу и поехать домой. Семья ждет. Детишки очень подросли и стали скучать по отцу. Раньше так не скучали они все равно. И личинка майского жука, как бы. Жука-караеда, что ли она еще называется. Кто как называет ее? Кто жуком-караедом, кто личинкой майского жука. Кто-то вот белым червем ее называет. Такая она. Вам видно, нет? Как-то темно все. Почему-то. Должен сомик здесь быть. Однозначно. Вот тоже злая поклевка. Оп. Тоже на сазана похоже. Он пошел. Значит, должен зацепиться сазан. Опа. Третью удочку закинуть не успеваю. Садится сазан. Причем вот здесь прям подо мной садится катушка старая. Опа. Немножко фрикцион ослабляю, чтобы как бы камера у меня сегодня такая с груди. Обычно я с головы снимаю. Фрикцион ослабляю, чтобы губу не порвал и оснастку не порвал. И прям вот ловится-то, видите, подо мной я встал. Прям под лодкой. Тихо. Так. Где там подсачек? Пускай. Немножко отпускаю фрикцион. Сказал, что фрикционом отыграет, чем себе что-нибудь порвет. Хорошенький. 15 минут не прошло. Можно на одну удочку именно под лодкой ловить. Я прям им на голову встал. Тихо. Опа. Пойдет. Хорошенький. Вот этот уже под 2,5, под 3 взвесим. Обязательно взвесим, но не сейчас. Сейчас нужно ловить. Пока идет, пока ловится, нужно ловить. Все гламурные носки мои. Бабушка связала, которые собственноручно. Опа! О, какой красавец. Тут уже побольше. Уже 2,5 точно. Законно 2,5. Хороший красавец. Ну вот уже пол нормы примерно есть. Сейчас еще чуть-чуть и можно обратно возвращаться. Дольше на рыбалку ехал, чем ловил. Красавец. Видишь, как он отдыхает. Пока не взвешиваю ничто. Ребята, думаю, вы меня понимаете прекрасно. Нужно просто ловить, пока есть возможность.
пока и рыба ловится. Кто-то забросил подальше, и тишина. Перезабросить поближе, что ли. Все, все три наконец-то закинуты. Две нажмых с червем. Одна на сама. Посередине, которая тут гнется. Ух ты, на сама клюет. На сама. Только закинул. А крючок-то там большой. Клевка сейчас на сама была. На сазана вот клюет. Гнет прям хорошо, загинает. Он все уже там сидит. А посередине сейчас такая поклевка на сама была. Во, сазан гнет. Сазана надо тащить. Тащить уже все, загинает в хлам. Красота-то какая. Какая сейчас поклевка была на сама. Лютая, ребят. Вот правый начинает клевать. Сом. Сом нет. Два раза уже пролет по саму. Тут и сазан клюет. Все, короче, пытаются утащить у меня удочки. Я тут камеру настраиваю. Куда деваться? Такая жизнь. Хочется показать все во всей красе. Основной камеры нету, блин. Камера на груди разрядилась. Самый основной, который снимать, а у нее заряд слабенький. Вроде неплохой. А тут почти все удочки, ребят, клюют. Тут надо же. И на сама клюет, и на сазана. Сама тоже надо успевать. А что, как раз трава, что ли? Нифига себе, чуть спиннинг не ушел. Я тут камеру сижу ищу. Прям, короче, я на них встал. Прямо они подо мной. И прям сюда закидываю. Грязью не забивает. Сразу же сазан берется. Долго ждать не нужно. Большая, но приятная. Опа! Снасть крепкая. Не стал вымучивать его. Их заглотил он хорошо. Я, в принципе, увидел, что он заглотил добро. И вот он, пожалуйста. Неплохой сазанчик. В принципе, да? Двушечка смело. Такая, хоть запекать, хоть что делать. Вот еще один живет сразу. Тут уже больше на сазана похоже. Осторожно, только, пожалуйста, камеру не урони. Ты же у меня аккуратненько, да? Аминная поклевка. Не подсек, представляете? А саминная поклевка была хорошая.
он-то бродит. Только дай ему что-нибудь интересное. Чуть удочку не унес, а не зацепился. Вот что такое? То ли он там мелковатый, то ли что. Саминая сейчас была поклевка. Попадаю прям хорошо. Там в пасть им практически. Они сразу начинают клевать. Да нет, нифига. Это на сазана вроде похоже. Вроде хорошие поклевки саминые. Просто они отрывают в сторону. Я в принципе брал вот этих вот белых жуков как раз для этого. Попробовать на сама. Именно большой крючок. В принципе, если там мелкие самята уходят, не берутся, да, то я только рад. Так, ну вот сом вот там клюет неплохо, а сапан прям здесь рядом. Не нужно даже забрасывать сильно. Так, надо как-то вот так положить. Наверное, не буду батранер ослаблять, чтобы подсечь. А то ну никак не получается подсечь. Пускай сомика. Никак. Попробую сейчас на жесткую. Тут надо проверить. Я же говорю, густера сидит. Потихоньку теребит. Я ее, кстати, тоже возьму. Она очень вкусная. Ее мы, астраханцы, очень любим жареную. Так вот покарбованную, прожарить ее даже с тем же, с куском сазана. Она очень вкусная получается. Обычная густера. Обычная густера по всей России, а по-нашему тарашка. Вроде подальше забросил, думал, там рыба покрупнее будет. А там нифига. Одна густерка поймалась, она вся рыба вот тут подо мной похожа. О, летает так ее. Какую тащить. Нифига. Так я ему прям дал. Саму потом забрал. И нифига все равно. Ладно, но уже было лучше. Уже мне больше понравилось. Потому что у меня был хороший рычаг для подсечения. Подсекать хороший рычаг был. Оставлю так. Угу.
Не крупная, но клюют постоянно. Опа. Какой уже, 4-й или 5-й? Ну этого отпустим. Такой где-то килограммчик. Чуть больше, может, кило 200. Давай бабушку, дедушку, прабабушку, дедушку. Приведи хорошее что-нибудь. Опа! Вот это вроде неплохо, ребят. Тихонечко посидел, подождал. Там оказывается уже огромный, просто морской карасяндрик. Посмотрите, на самом деле трофейный карась, наверное, килограммовый. Надо будет взвесить. А мама у меня, кстати, их очень любит. Просто вообще гигант. Такой карасяндрик. С моря поднялся, похоже. Как сазан. Хороший. Пойдет. Ну, худо-бедно. Я уже маме наловил. Еще чуть-чуть буквально. И можно трогаться назад. Хочется словить, может быть, что-то такое интересное. Уже темнеет, но все равно даже по озорьке, как бы такой вечерний, я смогу, если что, дойти. Здесь вот, оказывается, сидела густерка, сидела маленькая, не давала никому толком взяться. Кто-то хочет. Поклевка, поклевка, сазанье, поклевка. Это сазанье, товарищ. Щепок. Ах ты, сошел. Сошел, рановато. Из-за того, что ставлю зеленых червей, нужно все равно как-никак подсекать. Сейчас подсек, но рановато. Сошел. Хороший был вроде. Как лягушки поют, да? Красота. Октябрь месяц, а лягушки еще поют. Приятно же. Душу отвести, вот так посидеть. Офигеть, ребят, мандулу поставил. Промахивался кто-то, потом как всёкся и пошел, он просто пошел. Что пошел на течение через все удочки. Фрикцион трещит, но не забагрил. Это кто-то всёкся. В смысле, пасть взял. А у меня там, если честно, даже поводка нет. Я просто наобум попробовал. Там пышка вот нашел. Просто наобум попробовал и все. Офигеть, я просто... Я не могу с ним совладеть. Ух ты, саминая поклевка. Вот еще и саминая поклевка. Через все спиннинги он прошел. Так. Как мне его... Во-первых, вот так.
Он ведет сюда. Не знаю, снимает ли это верхняя камера. Ну тут уже, честно, ребят, уже не до камер. Уже до рыбы и поехать домой. Просто интересно, кого можно было на мандулу здесь вот на банке. Так хорошо. С таким ударом. Вот это да. Вот это борьба. Просто интересно, кто взял. Не должна быть забагренный какой-нибудь карась. Почему-то я не вижу, мне кажется, там какая-то белая рыба. А, сазанчик подбагренный. Прости, дружище. Прости, дружище. Сейчас тебя отпущу. Это нечестно. Это нечестно, дружище. Тебя сильно не повредил. Беги. Такого хорошего сазанчика отпускаю. Потому что просто его поймал на мандулу под живот. Это нечестно, ребят. Беги. Если бы зима была, и прям сказать, что рыба нужна, прям нереально там на какой-нибудь на помин или на праздник какой-то там попросили, и других вариантов нет, другой рыбы нет, ну ладно, я бы еще забрал его, подумал. А сейчас, когда и рыбы хватает, рыба клюет, ловится по-честному, зачем ее брать? Я думаю, смысла нет. Я думаю, вы меня поддержите. Обидно. Так, ну что, ребят, наверное, буду собираться. Что есть, то есть. По-моему, 4 сазанчика поймал. Примерно. Сейчас посмотрю. Надо взвесить. Уже особо не клюет. Сейчас ночной рыбалки, я считаю, толком не будет. И мне завтра все-таки надо очень много дел сделать. Опа! Раз, два, три. 3 сазанчика, 1 карась. Маме на жареху, на уху за глаза. Сейчас взвесим. Я думаю, тут больше. О! Да почти 8 килограмм, ребят. Ну-ка еще раз перевесим. Почти 8 килограмм, да я почти норму поймал. Если бы еще одного сазанчика взять, да, была бы норма. Все, отлично. Что-то неохота на комарах здесь сидеть. В этом мешке ночевать, ни палатки, ничего не брал. Мотор у меня отличный, Тахацу, японец, 4-тактный, экономичный. Как бы я в нем уверен, поэтому я так далеко и уехал. Знал, что можно вечером возвращаться. Но самое главное, чтобы техника не подводила, сами знаете. Поэтому надо покупать для рыбалки качественные вещи. Для такой, для серьезной рыбалки. Так, мама заказала рыбу, хоп, сел, поехал. И рыбу поймал. Знаешь точно, что здесь клюет, хорошо клюет. О, кило 100! Нифига, вот этот карась. Еще раз перевесим. Мощный карась. Мама любит у меня их. Они здесь чистые такие на воде. Речные. С моря с заходом. Кило 100, почти кило 200. Так. Ну и сазанчиков покрупнее интересно взвесить. Сколько он? Я думаю, где-то 2,5. Самое главное, я доволен то, что 8 килограмм.
Я примерно за час поймал. Если бы я знал, что уже 8, можно было уже уезжать. Но все-таки думаю, трофей или что. Аэролодки ездят. У нас теперь на охоту в основном только аэролодки. Даже болтоходы толком не проходят. Переходят на аэролодки. Тоже опасно, но охотники такая каста. Сам к ним отношусь. Прекрасно понимаю. Отлично, под 3 килограмма. Все, смотримся домой. Есть улов. Шикарные, красивые сазаны. Быстрая рыбалка. Буквально на вечерке. С 4 до 5 до 6. И едем домой. С пижом. О, класс! Все, ребят, не знаю, видно меня, нет. До встречи под водой, над водой, на рыбалке, на охоте и просто в приключениях. Пока. Сейчас пока стемнеет, уже на большую воду дойдем, да, Как так получилось, а? В общем, не стал я испытывать судьбу. Остановился в камышах, потому что луны нет. И уже дорогу не видно. Еще случилось то, что многие писали в комментариях. Ты, мол, камеру забыл. И сейчас по ПХ я собирался и оставил камеру на треноге стоять. Километров через 10 только опомнился. Развернулся за ней. Пока доехал, ее взял. Обратно эти 10 километров. В общем, туда-сюда, вот ночь. Не знаю, видно вам что-то, нет. В общем, тормознулся, почувствовал яма. Здесь, ну, лодку начала кидать. И я понял, что здесь яма где-то. Тормознулся, здесь вот нашел, хотя бы выйти можно. Ну и пару удочек забросить можно. Заброшу пару удочек. Есть у меня спальный мешок от компании «Берег», Екатеринбург. Посмотрим, попробуем переночевать. Я вон уже в зимней куртке. Каково это будет переночевать без матраса. Но у меня вот надувное сиденье есть. Но это все равно лучше переждать ночи и с рассветом уйти домой, чем по ночи здесь идти. Вон пар идет. Мотаются и браконьеры, и рыбаки возвращаются. Бывает часто без света на хороших, на мощных моторах. Если не я кого-то, то меня могут просто сбить. Я решил тормознуться. Ладно, будет что-то интересное, я включусь. Спасибо за понимание и просмотр. А какие тут шикарные лягушки. Сейчас буду забрасывать, покажу. Но сама поставлю одну обязательно. Даже вроде колокольчики где-то есть. Вроде поклевка, ребят. Поклевка. Вот это поклевка. Ой, блин. Не знаю, что я сниму тут по ночи. Сидел. Смотрел одну, короче, удочку. А клюнула другая. Как будто кто-то небольшой. А кто-то клюнул, то хорошо. То приятно. Ничего, сазанчик. Еще один сазанчик на уху. На уху он будет тогда, когда я его вытащу.
А пока он еще в воде. Опа. Есть. Так, что у нас тут? Размер. Размер допустимый. Допустимый. Это где-то полторашка. В общем, пока заберу. Если будет крупнее, отпустим, не вопрос. Как раз где-то уже норму поймали сегодня. Теперь на укрупнение можно пойти. Не знаю, соснял я вам, нет. Снимаю что-нибудь, надеюсь. В общем, вот такая у меня постель. Хочу показать вам просто вот в камышах. Вон пыжик щурится. А что получается, значит? Был у меня парус. Заказал летом, и так не было возможности выехать вообще на квок. Все брежу этой идеей, что уже октябрь, и думаю, как-нибудь с квоком пройтись. Вон парус у меня какой заказан был. И он вроде с такой ткани, как Оксфорд. Хороший, большой. Ну и сюда вот сидушку свою бросил, разложил. Сюда подложил спасательный жилет. Вот планирую здесь разместиться. Вот у меня мешок. Берег. Я этот мешок уже испытывал. Он очень большой, в нем можно прям в одежде ложиться. Ну как я испытывал? Я в палатке в нем спал не так давно. Там рыбалки не получилось, поэтому я не стал просто снимать. А сегодня вот, короче, проверю по полной. Сейчас я покажу его, разложу. Вот мешок. Он такой расцветки, мне очень понравился. И под камыш, вот смотрите, и камыш и осенний, и зелень есть весенний. Мне нравятся такие цвета, натуральные, лесные, классные цвета. Люблю камуфляж именно такой, не военный, а именно под природу. Под камыши, что-то под деревья. Ну и внутри он, ну как стеганое одеяло, наверное. Но самое интересное, что он очень большой. У него есть вот застежки всякого различного рода, потому что сколько у меня спальных мешков было, я вообще не люблю такие цветастые, лоптатые, там всякие красные, синие, белые спальные мешки, прям вот меня от них воротят. А это вот прям классная расцветка снаружи, плотная ткань. Я думаю, смогу сегодня нормально в нем переночевать. Плюс еще сверху парус, как я уже сказал. Здесь все затягивается, потому что все время проблема в спальных мешках, что у меня голова мерзнет. И бывает, даже ночую в палатке при минусовой температуре без обогрева. И спальник, в принципе, ничего. Может быть, там 2 спальника можно одеть на себя. А вот голова мерзнет. А здесь вот так капюшон сделано. Я надеюсь, что меня сегодня это прям очень даже выручит. Здесь вот я вижу затягивается. В общем, затянусь по полной. Надеюсь, переночую более-менее с комфортом. Удочки молчат. Одного сазанчика вот как вытащил. Так все пока что. Перенастроил жмых. Стоит на червя. Ой, стоит на лягушку. Может быть, придет сом. Пыжик. Хорошо, я тебя перед выездом покормил, да, Пыжик? Довольная морда. Короче, ребят, эта удочка вдоль стоит. Проговорил я про парус для квока и поехал попробовать поквочить. Приезжаю, вот удочка клюет, видно четко, но фонарь у меня все не выдерживает, ни один фонарь. Есть хороший фонарь Армитек, но у него нет родного аккумулятора. Главное, чтобы не завел, тут коряги недалеко. В общем, не знаю, будет вам интересно или нет. Урывками. Свет то работает, то не работает.
Опа, ребят, это трофейчик. Этот трофейчик я буду выпускать. Ну что я могу сделать, если вот так всегда складывается? Ничего не видно, а тут трофей. Сейчас посвечу телефоном. Трофейчик. Килограмма 4, наверное. Все, будем мелочь отпускать. Опа. Вот и уже не зря остался. Я думаю, 4. Ночевать. Не знаю, как переночую, но сазана хорошего поймал. К утру ехать. Все, сейчас небольшого отпущу. А этого положу. Ну, я думаю, 4. Красавец. Надеюсь, хоть что-то вам получается заснять. Красивый весь белый сазан. Пыш, ничего, что ты по мне прям ходишь. Такое вот доброе утро. Чё, где, ничего не понятно. Самое главное, я сухой, и мне было тепло. Да, Жова? Да хватит, Пыш. Ты что, так скучал сильно? Хорошо, не хулиганил, не ходил, тот не болтался. Спать мне давал. Пролетели аэролодки. Люди поехали уже на охоту. Ну и нам пора вставать. Буквально поменять немножко наживку, посетить до первых лодок, и мы поедем домой, да? Ты домой так хочешь, наверное, Пыш, ко мне ласкаешься. Норм. Все собралось. Пыш, уйди. Все, уйди, уйди. Тепло, не замерз. Самый большой плюс спальника то, что он огромный. Я в одежде залез, и можно было выбежать в любой момент, если бы клевала удочка. Первый раз в жизни переночевал на открытом, без палатки, без всего. Если был бы матрасик, наверное, было бы еще лучше. А так, в принципе, сносно. Лучше вот так переночевать, по светлому домой пойти, это безопасно, чем ночью лететь неизвестно куда. Корша, ветки, все что угодно может быть. По мне лучше так. Да, и по правилам ГИМС ночью ходить запрещено. Тоже немаловажный аспект. Ребят, лягушка здесь самое интересное, что большая прям стоит. И крупный крючок, и большая лягушка. Конечно, и мелкий сом может заглотить. Но приятно проснуться. Опа. Главное, чтоб коршу не завел. Вот, с ночи стоит. Будем надеяться. Сейчас буду сюда уводить. Ох. Может быть, кстати, это я так ночью наквокал. Сом бывает от квока раздражается, начинает ходить искать
Это левая удочка тоже. Но, скорее всего, я ее тяну тоже. Но, скорее всего, он за нее завел. Так. Вот так. Вот так. Вот уже сюда пришел он. Так. Спуститься как-то. Норм. Опа! А вот и сом в деле. Оп! Нормальный, хороший сом. И лягушка целая, что удивительно. Нормальный сом. Вполне себе съедобный, приличный. Хоть на котлеты, хоть на пельмени, хоть на что. Килограмма, наверное, 4-5, может быть, даже будет. Осенний, октябрьский. Ну вот и не зря ночевать остался. Да, Пыш? Не зря ночевать остались. Смотри, какой трофей, Пыш. Ну порадуйся хоть чуть-чуть, охотничек ты мой. Класс. Наконец-то из сомика поймал хорошего. А то все мелочь такая на низах. И тут вот наконец-то нормальный сом взялся. Добро ночью, походу, взялся. Ну, наловили рыбки, мама. Можно собираться и ехать. Да, может быть, кому-то интересно. Вот так у меня была насажена жаба. На большой крючок. Одна нога, вторая нога подвернута. Ножка пробита. То есть хорошо, прям жестко за ноги. Жаба даже практически еще живая. И сейчас еще вот червей подсадил. Таким вот макаром закину. Сейчас еще пока буду собираться. Пускай немножко постоит. И у меня вот высоко прям сделан поводок. Не по низу, а высоко. Специально, чтобы вот мелкого сомика отбивать. Говорят же, нужно ставить поплавок подводный. А я вот решил делать повыше просто поводок. На сама. Опа! Сторож дремит. Всю ночь охранял, Пыш. Глаза даже не открываются, да? Спать как охота, Пыш. Вот и самый большой плюс такой ночевки. То, что 5 минут и все собрано. Если честно, всегда хотел попробовать так вот в спальнике в это время переночевать.
потому что комаров нет, жары нет. И в принципе должно было получиться хорошо. И вот получилось. Главное, чтобы спальник был хороший. Ночевка под открытым небом. $4400. Сейчас вытаскиваю садок, взвешу, наверное, сазана и уезжаем, потому что люди начали приезжать с той стороны, прям встали напротив. Уже так не расслабишься, не половишь. Да и мне пора ехать завтра на работу, очень много дел. Мусора мало, но он все равно присутствует. Непонятно, зачем здесь вот это бросать от прикормки, от червей и даже остатки саранчи. Чистое место и все равно бросают. Сейчас соберу еще пакет. Чтобы место чистое оставалось. Да, Пыш? Согласен? Скажи согласен. Молодец. Вы меня простите, друзья, но я сегодня не буду отпускать, потому что я посмотрел, они все мерные, все размерные. Потом, когда это видео смотрит моя теща, и даже моя мама, они очень обижаются, то, что я отпускаю. Рыбу у нас любят все, я кормлю 3 семьи. Надеюсь, вы поймете. И выезжать на рыбалку сейчас стало очень проблематично, времени просто не хватает на все. Нули. 3200, да, я говорил 4 примерно. Тройка законная, конечно, 3200. Хороший сазанчик. Приятный. В общей сложности у нас, сейчас тоже взвешу, сколько в общей сложности получилось рыбы. Шестнадцать 900, 17 килограмм. Причем там один карась с килограмм. 15-16 килограмм я поймал. Находился на рыбалке больше одного дня. Вчера ловил, сегодня ловил. Можно взять 2 нормы по правилам у нас. Но беру 15 и еду домой. Все, мы сматываемся. Сейчас самое-самое туристическое время. Здесь очень много людей. Все со всей России и стран СНГ тоже едут к нам на рыбалку. Я не люблю, конечно, в это время здесь находиться. Я вот удачно очень получилось, что я вчера вечером пришел сюда, поймал рыбы. Ну, надо было прям еще раньше собираться и уходить по-светлому до дома дойти. Ну, так обстоятельства сложились, что получилось переночевать. Поймал еще одного хорошего сама, хорошего сазана. Сейчас довольный, в принципе, выспавшийся, безопасно, днем. Иду домой с рыбой. Очень доволен. И мама моя тоже будет довольна, и вся семья. Всем спасибо за просмотр. До встречи под водой, над водой, на рыбалке, на охоте и просто в приключениях, ребят. Такая она жизнь.